Здравствуйте, дорогие мои. Ну что, кульминация моей сумочки. Вот в таком виде она сейчас выглядит. Я заплела боковушки просто вот такими косыми рядами. Вставила сюда уже колечки. Вот таким образом. Я их заплела прямо трубочками. Вот эти трубочки, которыми я сейчас плету боковушки, обрабатываю края. Вот так я обработала. Сейчас я покажу вам вот на этом крае, как я это сделала. Значит, вот эти трубочки, они немножко другого цвета, потому как крутила я их из темной пергаментной бумаги, и они отличаются по цвету. Ну, здесь вот, ну, видно, но не совсем. В общем, они немножко темнее. И это вот на контрасте очень хорошо так смотрится. Почему из пергаментной она крепче? И вот в плане того, что я вот здесь внедрила колечко, оно не порвется. Я пыталась рвать, в общем, порвалась у меня цепочка, но колечко не вылетело. Вот такие дела. И сразу я одела цепочку. Я считаю, что кладчик будет маленький. Не нужно тут утяжелять всякими карабинами, какими-то еще колечками. Нет, не надо этого делать. Сегодня, значит, я ее доделаю до конца у вас на глазах. Обязательно смотрите до конца, не пропустите что-нибудь. У нас дождик наконец-таки пошел. Я так рада. Господи, у нас неделю стояло 47. Так, что мы сейчас, значит, сделаем? Край. Также я буду делать крестиком. Как и в предыдущих рядах, я буду делать крестики. Сейчас мы пойдем в одну сторону. Слушайте, мне так понравился пергамент. Я не могу, а. Следующее я буду делать 2 пуфика с хорошей такой сидушкой из пергаментной бумаги. Я в светофоре закупилась. Про бумагу рассказала на своем 2-м канале. Ссылочка есть в описании, зайдите, посмотрите. В общем, сейчас я дойду до конца ряда. Неважно здесь, шире, уже, неважно. Так я и буду вот в пустые клеточки между предыдущего ряда крестики делать. Сейчас вот таким образом пройду до конца. Дошла до конца. Теперь пойду назад. Все как обычный крестик. Да, предыдущая серия вот этого вот сериала по сумочке моего, я вам оставлю подсказочку. В правом верхнем углу будет подсказочка на предыдущую серию. Теперь пойдем сюда до конца. Да, вот здесь были просветы канвы. Я тоже вот этими же трубочками, которые потемнее, просто сделала как бы стежки. И видите, как видите, только у нас осталось самый-самый край, но он тоже будет у нас закрываться обязательно. И вот я иду теперь в другую сторону. Вообще мне очень понравилось вот такие сумочки делать. Слушайте, ну пергаментная бумага здесь вообще... Вот она как будто создана вот для того, чтобы делать вот эти сумочки на конве. Вот все-таки вот где потребительская была, это все не то. А вот это она действительно, она становится вот шнурком. При моем способе обработки это все становится шнурком. Вот так. И тут вот эта вышивка становится песней. Дошла до конца. Вот такие крестики получились. Моя задача спрятать трубочку изнутри. Что я делаю? Я поддеваю соседний ряд. Тут получается трубочка на трубочке. И вот просто ее вот сюда вот так протягиваю. Тут у нас будет подкладка, поэтому это все прикроется. И не важно, что оно как-то не очень тут красиво выглядит. Все, готово. Трубочку я закрыла. Теперь вот здесь, смотрите, вот очень вот это некрасиво проглядывает. Так как здесь шире, клеточки очень длинные, и вот это вот очень мне не нравится. Значит, что я решила сделать?
Сейчас вы все увидите. Вот здесь. Так, теперь я ищу. Тот же самый крестик. Вот он. Вот отсюда я должна вывести трубочку. Вот таким макаром. Да где ты? Вот она. Я вывожу ее. Здесь я также потом хвостик спрячу. Вот сюда куда-нибудь поддену. И что я буду делать здесь? Вот таким образом, поддевая верхние стежки. Вот так я их просто немножечко раздвигаю между собой. И продеваю. Таким образом, вот эта вот некрасивая часть проглядывающей канвы, я ее скрою. И это очень даже неплохо выглядит. Вот вы мне сейчас скажете, почему я ее не положила, когда шла второй ряд, когда крестик вышивала. Пробовала вот здесь, не получается. Поэтому, ну, не так уж это и долго и сложно. Ой, прям бальзам на душу идет, дождь, а. Вообще. Вот я ее проложила. Так, теперь здесь я заведу вот сюда. Потом я выведу вот так. И вот туда ее. Ну, в общем, как получится. Главное, чтобы было красиво. Сейчас я закрою концы и будем делать сначала застежку, потом подкладку. Вот. Уже как красиво. Почти все готово. Значит, застежка. У меня вот такая вот застежка. Такая красивая. Под цвет цепочки в золотом виде. Так, вот это у меня будет крышка. Почему я пришиваю застежку сразу? Чтобы все вот эти вот крепежи железки потом скрыть подкладкой. Ну, застежку, конечно, можно любую. В общем, я сейчас выберу центр. Поставлю ее. Здесь вот такая вот есть. Я проткну по клеточкам. И здесь на обратной стороне загну. Потом я сложу приблизительно, отмерю высоту и приставлю вот эту часть, куда это будет закрываться, ну точно по центру. У меня как бы центр здесь отбит вот этими вот трубочками, поэтому я ну никак не ошибусь в плане центра. Сейчас поставлю застежку, будем пришивать подкладку. Так, застежку я поставила. Теперь я подкладку приложу. Сначала я вот эти краешки заклеила. Короче, сажаю ее на полимерный клей. Можно на нитки, я не знаю, на горячий клей можно. Что-то горячий клей у меня закончился, поэтому приходится на полимерный. Просто я вот прям по краюшку, но чтобы вот этот вот край вот у нас оставался. Так как я его еще буду оплетать, нам здесь еще соединять, чтобы края были открыты. И прям вот так вот по краюшку, повторяя контуры, ну, насколько это возможно.
Я капаю клей вот именно в том месте, где трубочки. Не на канву, а на трубочки. Можно где-то в середине покапать. Оп. Так немножко держу. Он буквально 2-3 минуты, и он схватывается, и можно идти дальше клеить. Вот в той прошлой черной моей сумке я тоже на клей сажала подкладку. Я вам хочу сказать, 2 месяца она у меня уже в использовании, в эксплуатации. С ней ничего не произошло. Мне так нравится. Она такая удобная, мягенькая, прям отличная. Ну, таким образом я проклею подкладку. Края я подгибаю и единственное, с этой стороны приклеила, пошла с этой приклеила. И вот так, чтобы она нигде не перекосилась. И нам останется просто соединить ее и покрыть лаком. Как соединять буду, сейчас покажу. Итак, я уже сшиваю ее. Вот как выглядит все это дело. Потом еще края будем обрабатывать. Ну, что я делаю? Просто вот, видите, просто начинаю клеточка в клеточку. Как бы так показать, чтобы было видно. Вот дождь, видимо, зарядил на целый. Ну, где-то там. Вот она. Я туда, она оттуда. Ты посмотри на нее. Помялся уже кончик у меня срезанный, поэтому вот таким образом. Просто клеточка в клеточку, оттуда, отсюда, оттуда, отсюда. И так я ее сшиваю. Вот так бок выглядит. И вот эту пришью. Потом покажу, что буду делать дальше. Итак, я сшила боковушки с основанием. Осталось мне обработать вот эти края. Тут я уже вот одну сторону обработала. Вот я начала. Знаете, почему я так сделала? Я начала сначала в одну сторону пошла, потом в другую. Ну, чтобы витки как бы расходились. Они шли в одну сторону. Значит, я прошла вот сюда. Вот здесь завернула. Вот так вот здесь. И вот здесь пока вывела трубочку. Теперь, значит, я начала отсюда. Иду, пойду сюда. Вот здесь. Здесь выведу, пойду сюда. И приду вот сюда. И вот эти трубочки, вот у меня там шов. Видите? Я их просто подклею туда. И все, в принципе, это готово. Как же я делаю, да? Я просто трубочку взяла и просто вот обматываю клеточка в клеточку. Вот таким образом. Аккуратненько ложу виточки, чтобы они выглядели одинаково, красиво. Таким образом. Ну что же, сумочка готова. Вот такая красота у меня получилась. Трубочки я подклеила, которые у меня остались. Они вот еще немножко сыроватые. Я их вот прям туда вот, туда в шов. Вот так вот придавила. Они никуда не денутся. Вот так это выглядит сбоку. Зад, перед, низ. Вот такая застежечка. Тут цепочка.
Ну вот, в принципе, и все. Ничего сложного нет. Вполне себе, я думала, прям сильно маленький будет. Из-за того, что вот рисунок крестик, она немножко объемнее кажется. В принципе, она не очень маленькая. Вполне себе поместится телефон, кошелечек, не знаю, карточки. Тушь с помадой и зеркальце тоже поместится. Вполне себе очень неплохой. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь, поставьте лайк, если вам понравилось. И приходите еще. Всем пока.